Какое же мощное пламя 3000 звезд. В форме дракона оно внушает реальный ужас. Даже почтенные воины не могут справиться с ним так легко. Сяо Яню придется очень постараться, чтобы поглотить это небесное пламя. Хотя оно узнало печать клана драконов пустоты, но все равно не захотело подчиниться Сяо Яню. Да и еще Мугу привел с собой 3 почтенных воинов зала душ. Он расколол пространственный нефрит, что позволило им появиться прямо в звездной обители. Конечно, Мугу сперва заключил союз с пламенем. Он разрушит печать, сдерживающую его, а дракон пойдет с ним в зал душ. Однако пламя перехитрило и старика Мугу, поскольку когда вырвалось на свободу, лишь посмеялось над ним. Оно ведь понимало, что с ним сделают в зале душ. Но битва могущественных экспертов будет весьма зрелищной. На подмогу придет сам Сюань Кунцзы, глава башни эликсиров, и буквально оторвет руку старику Мугу. Сяо Янь, оставшись 1 на 1 с пламенем, начал длительный процесс его поглощения. Как мы уже говорили в предыдущих видео, пламя 3000 звезд было слито с его техникой сжигания. Появилось совершенно новое пламя в результате слияния 3 сущностей огня. Если ранее пламя сине-зеленого лотоса и пламя падшего сердца дали в результате нефритовое пламя намного сильнее, чем каждая из них в отдельности, то теперь Сяо Янь слил воедино 3 вида небесного огня. Пламя учителя мы не считаем, поскольку оно на самом деле не принадлежит ему сейчас. Но позже Ялао сделает невероятный подарок, отдав леденящие кости пламя Сяо Яню. Какого же цвета было пламя, созданное в результате слияния? Новое пламя имело коричнево-фиолетовый цвет. Сяо Янь сжал руку, на которой во вспышке возникло коричневато-фиолетовое пламя. Абсолютно новое небесное пламя, продукт слияния сине-зеленого лотоса, падшего сердца и пламени звезд. Хотите смотреть любимые аниме в отличном качестве? Загляните на Konoha TV. Здесь все новинки аниме, быстрая загрузка и удобный интерфейс. Окунитесь в мир аниме прямо сейчас. Ссылочка в закрепленном комментарии. Сяо Янь не ведал, насколько страшным оно само по себе могло оказаться и какую позицию заняло в рейтинге небесного пламени. Но по его предположению, оно могло точно сравниться по могуществу с 6-й позицией. Другими словами, само пламя 3000 звезд находилось на 9-м месте в рейтинге, но благодаря слиянию с другими сущностями огня, теперь и новое пламя могло бы заслуженно занять 6-е место. Только представьте, какая это мощь! Раз оно зародилось от слияния 3 видов небесного пламени, то Сяо Янь назвал его «Пламя сердечного лотоса 3000-летий». Вокруг Сяо Яня даже образовалось несколько торнадо из пламени, а снаружи тех торнадо проносились несколько огненных драконов. Какие способности дало пламя 3000 звезд Сяо Яню? Насколько увеличилась его сила? Без лишних слов. Это пламя может мгновенно убить почтенного воина низкого уровня. Вот его сила. Сяо Янь достиг 9-й звезды предка и мог конкурировать с почтенными воинами 2-3 звезд. В мире, расколотой битвой синева небес, сила сущности огня очень желательна. Каждая из них обладает уникальными свойствами и способностями, оказывая огромную помощь своему обладателю. Однако относительно огня, занимающего 9-е место в рейтинге, пламя 3000 звезд, существует мнение, что это самый бесполезный из всех огней. Это утверждение на самом деле ошибочно и встречается среди некоторых фанатов произведения. Ведь основные свойства звездного пламени крайне полезны и уникальны. Это фиолетовое пламя формируется в космосе и способно впитывать силу звезд, становясь все сильнее. В древних записях говорится, что во время его формирования с небес падали серебряные огни, превращая местность в пустыню на 1000 километров, где день и ночь смешивались, звезды исчезали, а солнце не поднималось. У этого огня есть особая способность, называемая телосложение 3000 звезд, позволяющая ему поглощать силу звезд для усиления себя или излечения ран. Из-за этой способности некоторые сильнейшие воины, сражавшиеся с обладателями этого огня, прозвали его бессмертным телом. Поэтому самая первая ценность пламени 3000 звезд – мощная регенерация. Это сыграло важнейшую роль в жизни Сяо Яня, усиливая его выживаемость в битвах. Например, когда Сяо Янь был смертельно ранен старейшиной зала душ и получил тяжелейшие ранения, так что его тело было почти уничтожено наполовину. Благодаря силе звезд, впитанной пламенем, его тело восстанавливалось, что позволило ему вернуться к жизни и даже усилиться. Эта способность спасала Сяо Яня в ключевые моменты, давая ему возможность продолжать бой даже после серьезных травм. Легенда о бессмертном теле.
Тот, кто подчинит пламя 3000 звезд, обретет легендарное телосложение, которое делает его практически бессмертным. Если взять пламя сине-зеленого лотоса, то нам не особо известны его способности. Пламя падшего сердца – это мощнейший навык культивации, усиливающий развитие владельца в несколько раз. А вот пламя 3000 звезд обладает способностью к восстановлению. Бессмертный статус делают его незаменимым в опасных ситуациях. Кроме того, сам процесс приручения звездного пламени был чрезвычайно трудным, что демонстрирует его уникальность и силу. Да, если сравнить его с другими огнями в рейтинге, например, третьим и четвертым, что оказывает особый эффект очищения всего сущего, а другой способен сжечь боевой дух врага, то кажется, что атакующая мощь этих огней в пятерке более впечатляющая, чем регенеративные способности звездного пламени. Но тем не менее, его бессмертное телосложение делают его незаменимым. Напишите в комментариях, каково ваше мнение. Действительно ли полезно это умение восстановления и бессмертное тело? Когда Ся Янь отправился спасать учителя и пробирался через толпы протекторов зала душ, сила его пламени проявилась на максимум. Эти предки 5-7 звезд буквально сгорали под действием температуры пламени 3000 звезд. Когда он уже должен был ворваться внутрь, пространство перед ним исказилось, и из него вышел старик в фиолетовой мантии. Этот страж Ялао в прошлом развеял духовную силу Ся Яня, который появлялся в этом месте. Тогда Ся Янь лишь прорвался к уровню императора. Теперь же, спустя несколько лет, он развился до предка 9 звезд. Тот старейшина взмахнул рукой. Ся Янь отступил на 2 шага назад, а затем высвободил коричневато-фиолетовое пламя из обоих ладоней. Доу Ци изверглась из его тела. Ся Янь не стал отступать. Вместо этого он решил атаковать со всей своей силой. Его ладонь с пламенем столкнулась с ладонью старика фиолетовой мантии. Волна разлетелась во все стороны. Она даже поразила некоторых протекторов, отправляя их в небытие. Хотя Ся Янь и циркулировал по максимуму всю Доу Ци вместе с горящим пламенем лотоса 3000-летий, но все равно отступил на 10 шагов назад, прежде чем сумел вернуть себе равновесие. С почтенными воинами шутки плохи. Когда духовная сила Ся Яня втайне проникла в зал духов впервые, тогда стражу понадобилось лишь подумать, чтобы развеять ее. Во второй раз ему пришлось показаться самому, чтобы разрушить ее. Но в третий раз Ся Янь положился непосредственно на свои силы, чтобы сражаться с ним, не получив никакой раны. Его развитие даже у него вызвало шок, но его противником был не Ся Янь. Он быстро отправился в сторону входа. Пока за пределами строения зала душ разразилась напряженная битва, Ся Янь несся вглубь зала. По пути все протекторы получали отпор от непонятной силы, выплевывая кровь. Мало кто после подобной сцены смел вставать у него на пути. Хотя группа Ся Яня ворвалась лишь в одно отделение Дворца Душ, его охрана была первоклассной и многоуровневой. Ся Янь не успел много пробежать, как неподалеку от него раздался громкий крик. 4 человека устремились к нему со всех сторон и преградили дальнейший путь. Их окутывал черный туман, но все же от каждого из них исходила весьма сильная аура. По предположению Ся Яня, каждый из них достиг уровня предка 6 или 7 звезд, но какие-то протекторы на уровне предка уже не смогут остановить Ся Яня. Его пламя просто спалило их. Ужасающая высокая температура горящего пламени 3000 звезд заставила их болезненно завопить. В итоге черный туман полностью рассеялся, оставляя после себя лишь 4 парящих духовных тела. Не более чем духовные тела. Он сжал руку, а необъятная духовная сила хлынула. 3 духовных тела тут же взорвались и обратились в небытие. А 4-го Ся Янь узнал, где находится Ялао. Пока протектор направлял его, дальнейший путь проходил более-менее спокойно. Но он по-прежнему встречал много протекторов зала душ. Учитывая его нынешнюю силу, ему сложно будет найти себе оппонента в классе предков. Хотя их и было много, каждый из них терпел стремительное поражение от горящего пламени 3000-летий. По пути Ся Янь успел убить как минимум 10 предков. Его совершенно не волновали жертвы зала духов. Он даже не считал более слабых экспертов, так как окружающее его пламя не оставляло от них даже пыли. Где бы он ни проходил, вокруг оставались лишь разрушения. Трупов не сосчитать. Его новое небесное пламя проявляло страшную силу. Практически никому даже не удавалось остановить Ся Яня на мгновение. Сейчас он напоминал бога убийств, так как от его тела исходила страшная жажда убийства. Как только коричневато-фиолетовое пламя извергалось, где-то поблизости раздавалось несколько жалких воплей. Его новое небесное пламя проявляло страшную силу. В определенном коридоре Сяо Янь равнодушно ударил в грудь очередного протектора зала душ. Впоследствии тело того эксперта превратилось в кровавый туман. Вот какова сила нового небесного пламени. Ждем эти моменты в аниме, а также его поглощение и усиление до предка 9 звезд. А у нас на канале новые спонсоры. Это Арнел Эскриба и Некромант 9393.
Спасибо вам большое за поддержку. А также личная благодарность за щедрый донат Логинов Тимур. Это очень многое значит и поможет в развитии канала, так как делать такие длинные видео, как предыдущие в 30 минут, довольно непросто. Но думаю, в будущем повторим подобные. А также я планирую себе сделать небольшие выходные, поэтому на время исчезну с соцсетей. Но видео буду выкладывать, уже подготовленные. Поэтому заранее всем хороших выходных, настроения и всего самого лучшего. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.